Ты наверняка помнишь то ощущение, когда долгие месяцы следишь за проектом, переживаешь за каждую мелочь, видишь всю работу изнутри, и все равно в момент премьеры внутри что-то сжимается. Потому что, как ни старайся, никто не может заранее знать, как отреагирует публика. И вот в тот самый вечер, когда Сандакан впервые вышел на экраны, казалось, что даже воздух стал плотнее, а зрители по всей Италии замерли в ожидании. Но стоило появиться титрам, и стало ясно, что произошло нечто гораздо большее, чем просто запуск громкого сериала. Это был взрыв, яркий и неожиданно мощный, словно Италию накрыла новая волна, которая моментально смела сомнения, осторожные прогнозы и даже самые смелые ожидания. Первые данные появились почти мгновенно, миллионы зрителей только на стартовой серии, причем цифры продолжили расти, будто люди передавали друг другу новость в реальном времени. Каждая минута казалась подтверждением: это работает, это нравится, это цепляет. Даже руководство RAI, привыкшее к ударам и промахам телерынка, на этот раз не успевало подобрать слова, реакция превзошла все, что они прогнозировали. И чем глубже погружались в статистику, тем очевиднее становилось: главное в этом успехе не числа. Главное в том, кто стоял за этими числами. Когда аналитики раскрыли возрастные данные, атмосфера внутри индустрии буквально изменилась. Потому что то, что считалось маловероятным, стало фактом. Молодежь, поколение, которое редко выбирает телевидение, сделал свой выбор. Девушки и юноши от 15 до 24 оказались главными двигателями премьеры. Они не просто посмотрели, они поддержали, вовлеклись, стали частью разговора, начали обсуждать героев и сюжет так, будто получили историю, созданную именно для них. И самое удивительное, все это произошло вокруг сюжета, которому больше полувека. Казалось бы, молодая аудитория давно ушла в мир коротких роликов и стримингов, а здесь настоящий поворот, классика вернулась, но как что-то новое, живое, современное. Для тех, кто внимательно следил за карьерой Джана Ямана, это стало своего рода моментом истины. Ведь еще вчера обсуждали его предыдущие работы, где аудитория была совершенно иной, зрелой, стабильной, преданной, но не молодой. И вдруг все перевернулось. С Сандаканом появился новый образ, не просто актер, который нравится определенному типу зрителей, а герой, способный объединить поколения, заинтересовать и тех, кто вырос на оригинале, и тех, кто даже не подозревал о его существовании. Итальянские и турецкие публикации поначалу пытались объяснять успех привычным способом, с упором на женскую аудиторию, но цифры разрушили эти предположения. Стало ясно, что произошло явление другого масштаба. Тем временем сам телеканал начал публиковать заявления, которые больше напоминали эмоциональные признания. Они подчеркивали, что рассчитывать на такой результат было непросто, обновить историю, имеющую культовый статус, задача почти невыполнимая. Но новая версия не просто удержала дух оригинала, она дала ему новую жизнь. Лок с Види говорили о проекте как о пути, полном вызовов. И в каждом их слове чувствовалась настоящая гордость за то, что им удалось вдохнуть в эту классическую историю свежий воздух, за то, что команда работала с невероятной самоотдачей, за то, что зритель почувствовал именно то, ради чего все это создавалось. Но успех не приходит без огромной предварительной работы, и за кадром скрывалась другая история о вложениях, сложностях, ответственности. Годы подготовки, сложные локации, дорогие сцены, масштабный маркетинг, целые города, украшенные афишами и баннерами. Автобусы, билборды, мероприятия – все это выглядело как огромная машина, которая должна была сработать идеально. И все же никто не мог дать гарантию, что зритель воспримет это именно так, как задумывалось. Поэтому тот момент, когда стали понятны первые результаты, был не просто облегчением. Он стал подтверждением того, что усилия оправдались, что риск был оправдан, что история нашла отклик. И теперь, когда эмоции утихают, становится все очевиднее – это только начало большого пути. Перед командой стоят новые вызовы, впереди решение о продолжении, расширении вселенной, укреплении международного успеха. То, что произошло в Италии, может стать фундаментом для нового этапа, гораздо более масштабного, чем просто создание удачного сезона. И для Джана Ямана это время, которое будет определять его карьеру на годы вперед. Проект стал не просто значимым, а ключевым,
роль, которая меняет восприятие, возможности и траекторию. Эта история только набирает обороты, и сейчас, когда пыль после премьеры чуть-чуть осела, главный вопрос звучит иначе: не пора ли расслабиться, а что готовит следующий шаг? Потому что успех — это не точка, а движение, и Сандакан движется так, будто собирается стать чем-то гораздо большим, чем просто сериалом. И все же, чем громче звучат овации, тем сильнее ощущается любопытство, какой же будет следующая страница этой истории. Ведь успех — это не мягкая подушка, на которую можно спокойно опуститься. Это скорее трамплин, который отправляет команду еще выше, а вместе с ней и ожидания зрителей. И теперь, когда праздничное объявление позади, перед создателями стоит новая реальность, аудитория ждет продолжения, при этом ей уже недостаточно просто хорошего уровня, она ждет развития, глубины, расширения мира, новых сюжетных линий, которые смогут удержать то самое поколение, неожиданно ставшее главным двигателем проекта. Италия уже открыла сердце истории, но впереди целый мир. У проекта есть все, чтобы выйти за пределы внутреннего рынка: сильный визуальный стиль, харизма исполнителей, классическая основа, которая воспринимается универсально, и тот самый современный импульс, который делает историю актуальной для любого возраста. Теперь многое зависит от того, как будет выстроен дальнейший путь, получится ли сохранить драйв, не потерять ощущение новизны, продолжить удивлять, ведь именно это стало ключом к нынешнему триумфу. Для Джана Ямана этот этап особенно символичен. В его карьере были проекты, которые приносили популярность, любовь аудитории, обсуждения в прессе, но Сандакан выделяется как работа, способная стать поворотной. Здесь он не просто актер, а лицо новой интерпретации легенды, лидер большого коллектива, человек, который несет на себе атмосферу всего шоу. И с этим приходит новый уровень ответственности, но и новые возможности, те, что открываются только после действительно большого успеха. Сейчас, когда разговоры о премьере понемногу переходят в обсуждение будущих сезонов, ясно одно: напряжение первых дней сменивается другим ощущением, предвкушением. Будут новые испытания, новые этапы, новые решения, которые определят дальнейшую судьбу этой истории. И в этом есть что-то невероятно захватывающее. Потому что впереди еще много неизведанного, а каждый шаг становится частью большого телевизионного пути, который только набирает высоту. И вот здесь возникает главный вопрос, который словно зависает в воздухе: действительно ли можно наконец вздохнуть? Или все только начинается, и самая интересная часть еще впереди? Ответ, кажется, очевиден. Сандакан сделал шаг, который дается далеко не каждому проекту, объединил зрителей разных возрастов, вернул к жизни легенду, превратил актера в символ новой эпохи и показал, что история способна стать частью большой культурной волны. И теперь никто уже не говорит о сомнениях. Говорят о том, куда эта волна приведет дальше. Это путешествие еще далеко от завершения. И если такой старт был всего лишь прологом, то, что мы увидим дальше, может оказаться тем самым моментом, ради которого стоило ждать, переживать, наблюдать и верить. Все самое важное только впереди, и эту историю мы будем проживать вместе. И раз уж этот момент стал таким значимым, таким ярким и действительно историческим, хочется усилить его еще одним штрихом. По этому случаю я предлагаю не просто продолжить разговор, а ненадолго погрузиться в атмосферу самого сериала, послушать композицию, созданную в его духе. Она словно переносит в мир приключений, добавляет темп, дыхание и ту самую энергию, которую мы почувствовали в первый вечер премьеры. Иногда музыка передает больше, чем слова, и пусть она станет небольшим мостиком между тем, что уже случилось, и тем, что ждет впереди. Rüzgar adımı taşıyor gecede, karanlık yollardan döndüm kendime.
Unutulmuş güç yeniden alevde, göğsümde yükselir ışık göklere. Efsane derler, eski bir masaldım ama ben gölge değil yürüyen zamanım. Dünya değişmiş fakat kalbim hazır, savaşın ritmiyle uyanır cesaretim. Fırtınalar geçtim, yıllarla büyüdüm, özgürlük çağırır beni. Başladığım yere dönerek geri dönüyorum, dünya beni duysun. Sandokan geceleri dalga dalga sarar, efsanenin gücü her sözümde dursun. Kalbimin ritmi adımlarıma karar, tehlike çağırsa da beni uzaktan. Yolumu mu yazıyor kaderim yeniden, bir nefes alır almaz an be an. Sandokan doğuyor tekrar içimden. Gözlerimde durur şafak gibi güç, zaman unutur kalbimi unutan değil. Her adımım yankı bulur bu ülkede, her savaşım kaderimde başka bir iz. Yalnız değilim inan, ar yanımda sislerin içinden yürüyen dostlarım. Dünya der ki kahramanlar az artık, ama kahraman her sabah ayağa kalkanım. Fırtınalar geçtim, yıllarla büyüdüm, özgürlük çağırır beni. Devam eden yola sürükler. Geri dönüyorum, dünya beni duysun. Sandokan geceleri dalga dalga sarar, efsanenin gücü her sözümde dursun. Kalbimin ritmi adımlarıma karar, tehlike çağırsa da beni uzaktan. Yolumu yazıyor kaderim yeniden, bir nefes alır almaz an be an. Sandokan doğuyor tekrar içimden. Dünya değişse bile yolumdan dönmem, ufukların çağrısına yine ses veririm. Gemimde özgürlük varsa eğer hala, yanan kalbimle bu yol sonsuza giderim. Geri dönüyorum, cesaretle nefes alan dünya. Sandokan gecenin İçinden fırtınayı yarar, efsanenin gücü bugün daha da fazla. Bu ses benim yolum, özüm ve kararlılığım. Tehlike çağırsa bile beni uzaktan. Başlar yeni bir